Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на февраль 2026 года для рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле, узнать свой восходящий знак по ведической астрологии, либо знак зодиака Луны по ведической астрологии. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо на обучение ведической астрологии. 23 февраля будет курс по Чарадаша, второй поток для ведических астрологов. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает рыб в феврале 2026 года. Значит, первое событие 2 февраля будет полнолуние в вашем пятом доме гороскопа. Пятый дом — это дом детей, творчества, обучения, влюбленности, романов, проектов. И полнолуние в пятом доме гороскопа завершает какие-то процессы, связанные с детьми, с учебой. То есть, например, окончание обучения, завершение какого-то этапа у детей. Допустим, дети школу меняют, дети садик меняют. Помимо этого, окончание какого-то вашего проекта, закрытие магазина или завершение какого-то обучения, окончание отпуска, например, тоже завершение какого-то отдыха. Это все тоже может быть по полнолунию в пятом доме гороскопа. Следующее. Напоминаю, что к февралю вы заходите в февраль со скоплением в планет в 11 доме гороскопа, вот этом доме наград, достижений, большого количества общения с друзьями, в сообществах и так далее, и так далее. И в феврале эта картинка начинает меняться. 3 февраля до 10 апреля в ваш 12 дом гороскопа переходит Меркурий. И Меркурий будет в 12 доме гороскопа длительное время, достаточно долго, потому что с 26 февраля по 20 марта Меркурий будет еще и ретроградным. Значит, что нам обещает Меркурий? То есть Меркурий в целом говорит, во-первых, что будут у нас какие-то задержки, либо повторы, либо какие-то возвраты по тому, на что он указывает, да, в феврале. То есть все может быть не с первого раза, все может быть с какими-то задержками, либо нужно будет делать это несколько раз, то, что обещает Меркурий. А Меркурий что нам говорит? В феврале Меркурий нам говорит о дальней поездке, дальнем переезде. То есть либо просто переезд, либо куда-то уехать на несколько месяцев в какую-то изоляцию. Вообще в целом все транзиты у вас про какую-то изоляцию, про то, что вы будете... Ну, поскольку Меркурий ретроградный, то может быть туда-сюда ездить. Допустим, в другой город или в другую страну. Может быть, в какую-то миссию, не знаю, в какие-то ретриты ездить, в какие-то санатории, пансионаты, в какие-то больницы ездить. То есть вот такой вот транзит туда-сюда, в какую-то закрытую организацию. Помимо этого, это может быть транзит на продажу недвижимости, на продажу транспорта, на то, что мама тоже куда-то уезжает, на то, что ваши партнеры уезжают, либо вы вместе с командой какой-то, либо с партнером куда-то точно так же едете в другой город, в другую страну, в закрытую организацию, например, уехать с мужем или с женой куда-нибудь на дачу и сидеть там на даче, книгу писать. Меркурий в 12 доме гороскопа может фантазию немножко так разбудить, и нам хочется чего-нибудь понаписывать. Вывоз вещей, перевозка вещей тоже каких-то из дома по этому транзиту. И в целом, когда Меркурий идет по 12 дому гороскопа, может быть интерес к другим городам, другим странам, к каким-то путешествиям, поездкам, организация поездок и так далее. С 5 февраля по 1 марта в 12 дом гороскопа придет еще и Венера. И Венера тоже про то, что вещи какие-то перевозить, вещи какие-то передавать, особенно автомобили, запчасти к автомобилям, одежду.
косметику, украшения, предметы искусства, интерьеры и так далее, и так далее. То есть перевозится что-то, что-то передается, какие-то срочные поездки по Венере, тоже продажа машины, тоже продажа каких-то, может быть, одежды, аксессуаров, косметики и так далее, и так далее. Как будто бы расхламление, как будто бы рыбы к чему-то готовятся важному, тоже может быть к какому-то переезду или еще к чему-то. Вот много вещей куда-то отдается, может быть, на благотворительность, либо просто перевозится, как будто бы вы на какое-то время перемещаетесь. Либо вы кому-то, может быть, будете помогать, и поэтому вы будете вот в этих вот вещах возиться, копаться, что-то такое. Также Венера в 12 доме гороскопа тоже склоняет к творчеству, к тому, чтобы мечтать, фантазировать, может быть, рисовать, может быть, фотосессии какие-то на работе устраивать, видеосъемки на работе какие-то устраивать, музыкальные какие-то, я не знаю, оборудование какое-то музыкальное на работе устанавливать. То есть что-то творческое на работе тоже в этот период может быть. С 13 февраля по 14 марта Солнце заходит в 12 дом гороскопа. Но Солнце вообще еще больше вот просто выключить активность, просто спрятаться куда-то в домик. То есть Солнце в этом транзите говорит: уходим с работы, уходим с какого-то, я не знаю, даже с какого-то сейчас, с какой-то активности, отходим от какой-то активности. Если работали в найме, то уходим во фриланс, уходим на собственный какой-то хлеб, либо уволились и побыть немножко дома, посидеть. Помимо этого, Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с 12 домом гороскопа, то есть с зарубежными поездками, с другими городами, другими странами, с закрытыми организациями, то есть с санаториями, пансионатами, монастырями, больницами, тюрьмами, с такими вот местами закрытыми, с какими-то, может быть, объектами, на которые доступ по пропускам. Но помимо этого, поездки, командировки дальние по работе. То есть рыбы могут уехать в командировку какую-то далекую. Поездки, командировки дальние по спорту, на сборы спортивные, на сборы военные, какие-то такие вот вещи могут быть у рыб. А поездки какие-то по лечению точно так же, лечь на обследование, лечь на какие-то процедуры, на то, чтобы поехать в ретрит какое-то молчание, то есть тоже может быть ретрит и молчание. Что-то такое вот, когда рыбы уходят в тень, рыбы уходят вглубь себя, прячутся, может быть, сознательно от всех и все в таком роде. И 17 февраля будет солнечное затмение в 12 доме гороскопа, поэтому солнечное затмение в 12 доме гороскопа, ну, как всегда, я про солнечное затмение сниму отдельное видео, естественно, где для каждого объясню подробно, кому какой результат ждать. Но, в принципе, солнечное затмение в 12 доме гороскопа может давать такой результат, как переезд глобальный тоже, смена работы, смена направления в работе, уход во фриланс. То есть это не обязательно смена работы, это может быть увольнение, начало собственного бизнеса. Переезд именно из города, допустим, в деревню какую-то, где-то спрятаться, побыть. Творческая какая-то история, какая-то творческая инициатива, смена работы, смена направления работы. То есть то, что у нас, скорее всего, какие-то кардинальные могут быть перемены у рыб в этом периоде, какие-то важные, значимые перемены по этим транзитам. И 23 февраля в ваш 12 дом гороскопа зайдет еще и Марс, и он там будет до 2 апреля. Марс указывает на большие траты, тоже на 12 дом гороскопа, то есть тратить много денег на медицинские процедуры, тратить много денег на переезд, тратить много денег на какие-то поездки, тратить много денег на то, чтобы о чем-то договориться, вот тоже с этими зарубежными или закрытыми организациями, или для того, чтобы купить где-то за границей квартиру. Может быть, да, вот если мы приезжаем и покупаем где-то за границей квартиру. Помимо этого, какие-то могут быть поездки, опять же, как я говорила, типа спортивные какие-то сборы, какие-то поездки по вопросам недвижимости, по спорным вопросам между городами, между странами, смена
Если не увольнение на работе, то смена руководства на работе, смена репетитора, смена учителя, разлука с отцом. Если вы близки с отцом, он где-то рядом, то в этот период может быть разлука с отцом. Смена репетитора, если вы к репетитору ходите. Смена госорганов, в которых вы обслуживаетесь, налоговой. То есть в прямом смысле на какое-то время, допустим, страну даже тоже поменять. В общем, интересно, что вы как будто бы куда-то на время прячетесь, отправляетесь на отдых, может быть, на то, чтобы вот от всех отгородиться, потому что было, может быть, очень много общения, когда были транзиты по 11 дому гороскопа, вы от этого устаете и просто, ну, куда-то уезжаете, допустим, к бабушке в деревню, сидите там в этой деревне и кушаете блинчики из печки, отдыхаете и ни о чем не думаете. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на февраль 2026 года для рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.